Всем привет, друзья! Прошло чуть больше месяца с нашего предыдущего выпуска. Я уже успела разобрать чемоданы после многочисленных командировок и накопить интереснейших историй. Поехали! Как парни с Team Ukraine поздравляли парней из Anti-Hype после победы. Слушайте, ну все были рады, при том, что глобально эти места и расстановки на европейском этапе Весга такой колоссальной разницы не имели. Конечно, было приятно, что Anti-Hype выиграли, но как это происходило? Когда закончились уже все финальные игры у дотеров, кейсеры продолжали еще играть. И если вы знаете, на Весге все играют в одном огромном зале, и как бы вот все игры друг за другом, все их смотрят вне зависимости от дисциплины. Поэтому до награждения осталось еще какое-то время, мы должны были сидеть там. Мы просто немножко ограбили организаторов на кейтеринге, принесли это все в зал, где все смотрели финал кейсеров, и как-то так на ковре расположились, очень уютно, Team Ukraine, Anti-Hype, какие-то другие товарищи, там, греческие дотеры, Notale, я помню, тоже с нами там сидел, в общем, все дружно вместе болтали, как на пионерской зорьке в кругу. Познакомилась ли ты с другими парнями из Team Ukraine и Anti-Hype? Если да, то как тебе общение с ними? Можно сказать, что хорошо, я познакомилась с Роджером. Роджер почему-то был сильно удивлен тем, что у меня муж похож на викинга, и мне об этом неоднократно сказал, что, о боже, ты же замужем за викингом. Но, тем не менее, его это не остановило с нами дружить, веселиться во время отдыха между играми. Ну, нормально все. Хорошие ребята, в частности, Роджер, да. Роджер мне очень хорошо запомнился. Ну, и я его, тем более, на адреналине награждала, когда они выиграли, поэтому full connect. Кормишь ли ты парней в честь побед? Я парней в честь побед не кормлю, потому что нас кормит любимая организация Virtus.pro. После побед у нас обычно бывают традиционные тим-диннеры. Я уже рассказывала в одном из выпусков, как это происходит. Но бывает иногда, что я приезжаю к ним в гости на буткемпе и могу там бутербродиков наделать. Ну, потому что просто физически некогда бывает, чтобы прям готовить. С удовольствием бы, правда, приехала и какого-нибудь борща бы сварила ребятам. Надеюсь, на ближайшем буткемпе мне это удастся наконец-то. Спорили ли парни на что-то, когда играли? И на что? В этот раз парни ни на что не спорили, но спорить в команде любят. В частности, почему-то такая постоянная история идет с острым, с острой какой-то едой. Я помню, как на эпицентре Соло и Рамзес просто всем предлагали денег за то, чтобы съесть горчички, ложечку, там такая ядреная горчица на кейтеринге у эпицентра. Совсем недавно мы с Лешей в Швеции, в Йенчопинге, практически наспор ели халапеньо, глядя друг другу в глаза. Никому живому и адекватному не советую соглашаться на эти споры, это жесть. Если бы парни из ВП стали супергероями, то какими? Я не могу распределить ребят по суперсиле, но я, наверное, им попробую придумать какие-то супергеройские имена. Леша, in my humble opinion, будет отец драконов. Я даже знаю, почему он им будет, потому что как раз-таки, возвращаясь к истории про острую еду, однажды Рамзес принес Леше на перекус сэндвичи с Subway, и они туда с Романом Дворянкиным положили просто все самые острые ингредиенты, и Леша такой счастливый, говорит, да, все клево, сейчас я поем. Значит, надкусывает этот сэндвич, и понимаешь, что там все самое острое, что было в этом Subway, там лежит. И первое, что Леша начал кричать, Дракарис, Дракарис! Рамзес был бы смертоносный фараон. Тут, я думаю, не надо объяснять. Так бы звали этого супергероя. Я очень люблю Илью, но я не могу не пошутить, что Илью бы звали ЧС Великан. Что-то типа Халка, но он бы становился больше и больше и больше, когда бы его ЧСВ росло. Паша душит, Паша полковник-душитель, я считаю. Учитывая его военное прошлое, Паша полковник-душитель. А Вовочка играет на миди, поэтому Вова у нас будет повелитель Средиземья. Такие имена. Вы столько катаетесь по миру. Может, был какой-то смешной или нелепый переезд в другой город? С таким количеством перелетов вообще очень частая история с тем, что чемоданы теряются, не прилетают, что пропускаются какие-то рейсы и всякое такое. Но у меня был прям тотальный фейл. Перед полетом на International я пропустила 3 самолета, как раз которые должны были меня доставить в Сиэтл. Потому что я просто приехала не в тот аэропорт. Просто не в тот аэропорт. Я проснулась в 4 утра, такая, что там, Домодедово, Шереметьево. И полетела, поехала. Приехала не в тот аэропорт, поняла, что не туда. Поехала в другой аэропорт, поняла, что опоздала.
Ну ничего, я так вот поплакала полчаса возле кассы Шереметьево, нашла чудесную тетеньку, которая меня спасла и вырулила мне 3 новых билета, и я прилетела буквально с опозданием в 1 час, и все пошло по графику, все было четко. Какой любимый фильм игроков Virtus.pro? Ну вот как раз недавно я обсуждала с Алексеем Березиным наши любимые фильмы, и вот мы вспомнили, что да, всей командой смотрели они «Голос улиц». Это, кстати, такой фильм, по которому ни у кого, наверное, из нашей команды не возникло ни сомнений, ни каких-то двойственных мнений. Это, правда, очень крутой фильм, и я всем советую его посмотреть, посмотрите обязательно. Там тоже вот такой тяжелый бизнес, так все сложно, и командная работа, и перипетии, и гангстер. Ну, короче, очень крутой фильм. Делали ли ребята тебе сюрпризы? И наоборот. Ребята делали мне сюрпризы, и мы все вместе другим ребятам делали сюрпризы. Ну, во-первых, в Киеве на мажоре был день рождения у Рамзеса. Кто не помнит, ему исполнилось 18 лет. Подготовили шикарный черный торт, там было 3 шестерки. Мы заходили, как раз они выиграли матч, по-моему, еще в групповом этапе. И мы, значит, я, Роман Дворянкин, мы бежали в практис с тортиком, со свечкой. Вот, поздравляли Ромчика. И потом, собственно, побежали все покупать ему подарок, и в тот же день ему еще и подарок подарили. А этим летом, собственно, пришлось так, что на Интернешнле день рождения отмечала и я, и Леша Березин. И вот сначала ребята поздравили меня. Happy birthday, dear Машка. Happy birthday to you. Люблюшки вас! Подарили мне просто, ну, самый памятный, наверное, подарок. Это был чудесный сюрприз. Вот. Я его ношу с собой всегда, не снимаю. Мне ребята подарили подвеску Tiffany с гравировкой MVP. Расшифровывается как, Most Valuable Player и Маша from VP. Поэтому это вдвойне памятный для меня подарок. Я просто уже как-то даже забыла про свой день рождения. Что-то было 5 августа, я думаю, надо снимать, надо что-то делать. Утро, прихожу в практис, ни о чем не думаю. И они такие: с днем рождения. Даже спели песенку. Было очень приятно. Ну и потом через 2 дня буквально мы побежали поздравлять Лешу с Ваней, выбирали ему часы, подарили ему часы прямо вот на арене на Инте. Тоже было очень круто. Мария, это не вопрос. Нарисуйте прямо на видео всех игроков с атрибутами, с которыми ассоциируется каждый из Virtus.pro. Так, Рамзес. Ну ладно, предположим, что Рамзес выглядит так. Тут ВП написано. И вот тут у него в руке подушка для самолета. Вот, Илюша, очень похоже, я считаю. Такие кривые очень ножки почему-то у него. И эти кроссовки, красные красивые кроссовки. Блин, что-то Леша очень маленький получился. Мерседес, все, это Леша. У Паши в одной руке телефон, чтобы Лиде позвонить. Господи, как нарисовать сидящего человека? Вовков сидит в трениках, в этих своих спортивных штанах классных. Илюха качается, у него бицуха с гантелей в красивых красных кроссовках. Пашку Лида звонит, и вот он том-ям кушает в тапочках. Любит он в тапочках ходить. Вова смотрит аниме. Вот они с Лешей выбрали новые кроссовки, тоже очень красивые. И вот он так смотрит, потому что по-другому рисовать я не умею. И вот Алексей едет на Мерседесе из отпуска, возвращается к ним и говорит: пацаны, я приехал. Вот такая картинка, шедевральная, я считаю. На этом все. Лучшие вопросы, на мой взгляд, были про рисовашки, про супергероев и про сюрпризы внутри команды. Авторы этих вопросов получат наши фирменные кепочки с автографами нашей команды. И отдельным бонусом хочу отправить свой авторский рисунок с автографами ребят, вот автору вопроса про рисовашки. С наступающим вас Новым годом! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, шерьте.